Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить быстрые слоеные пирожки с мясом из готового слоеного бездрожжевого теста. Не всегда есть время на приготовление теста, поэтому такой быстрый способ всегда пригодится. Пирожков получается много, они такие румяные, хрустящие, красивые, внутри много вкусной мясной начинки. Рекомендую их приготовить и попробовать. Уверена, все будут очень довольны. Для приготовления начинки мне понадобится довольно мелко порежу лук. Для рецепта я использую много лука, так начинка получится более сочная и вкусная. Также порежу 2 зубчика чеснока. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла и добавляю сливочное. Лук я буду обжаривать на смеси растительного и сливочного масла. Сначала отправляю обжариваться чеснок до появления легкого аромата. Обжариваю примерно полминуты, не больше. Теперь добавляю лук и обжариваю его до легкого золотистого цвета. Пока обжаривается лук, я измельчу мясо. Для рецепта я использую отварную говядину. Конечно, вы можете использовать любое мясо, какое вы хотите. Мясо режу средними кусочками. Как видите, оно у меня очень хорошо отварено, просто даже его не надо резать, оно само разваливается на волокна. При отваривании добавляла горошки перца и также лавровый лист, морковь и лук. И также, когда я отваривала мясо, я его немного солила. Перекладываю мясо в блендер. Можно его измельчить и в мясорубке. Мясо я хорошо измельчила. Перекладываю его в миску. Лук обжарился до красивого золотистого цвета. Он стал мягче. Лук вместе с маслом, в котором он жарился, отправляю к мясу. Хорошо все перемешиваю. Благодаря тому, что в начинке много масла и лука, она получается сочная, не сухая. Можно добавить немного бульона, в котором варилось мясо. Посмотрите, я начинку вот так могу сжать, она получается очень нежная и сочная. И теперь по вкусу добавляем специи и соль. Я добавляю совсем немного соли, так как мясо я уже варила в подсоленной воде. Обязательно, конечно, пробуйте все на вкус. Добавляю молотый перец. У меня здесь смесь перцев и пол чайной ложки сушеного лука. Хорошо перемешиваю. Также по желанию в эту мясную начинку можно добавить отварные яйца или зелень. Я добавлю немного зелени. У меня петрушка. Петрушку мелко режу. Хорошо все перемешиваю, и мясная начинка готова. Сегодня я буду готовить на готовом тесте, которое я купила в магазине. Это у меня слоеное тесто бездрожжевое. Можно использовать и дрожжевое тесто. Тесто я заранее достала из морозильной камеры и разморозила его при комнатной температуре. Обратите внимание, у меня тесто очень тонкое. Я его дополнительно раскатывать не буду. Если вы покупаете слоеное тесто и оно толстое, раскатайте его до толщины примерно 2 мм. Так пирожки будут вкуснее. Тесто я разрезаю на квадраты со стороной 10 см. Конечно, вы можете делать пирожки любого размера, какой вам нравится, больше или меньше. Мне понадобится одно яйцо. Хорошо его разбалтываю. При помощи яйца я буду склеивать тесто, а также смазывать его сверху, чтобы пирожки получились румяными. Стол я слегка подпыляю мукой. Беру кусочек теста. Чтобы удобнее было пирожок скреплять, тесто я еще немного раскатываю. Один край смазываю разболтанным яйцом. Выкладываю начинку и закрываю пирожок. Я делаю треугольные пирожки. Вот таким образом скрепляю тесто. По краю прохожусь вилочкой, чтобы тесто хорошо соединилось. Сформованный пирожок переношу на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. И таким образом формую все пирожки. Старайтесь начинку немного поджимать, чтобы она не разваливалась. Так легче будет скрепить пирожок.
Я стараюсь начинки положить побольше, тогда пирожок будет вкуснее. Пирожки я выкладываю на расстоянии друг от друга. Смазываю разболтанным яйцом. И также по желанию можно сверху на пирожках сделать острым ножом небольшой рисунок. Я просто провожу ножом вот такие линии. Тесто я не прорезаю до конца, а просто как бы слегка надрезаю. По желанию пирожки сверху можно немного присыпать кунжутом. И отправляю их выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Первая партия пирожков испеклась. Они получились вот такие красивые, румяные. Перекладываю их на решетку и оставляю остывать. Вторая партия пирожков также уже испеклась. Пирожков получается много, и они все такие румяные, красивые, хрустящие. Конечно, с таким тестом пирожки готовятся очень быстро и просто. Вы с легкостью их приготовите к обеду или к ужину. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!